Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Всем любителям оригинальных закусок предлагаю приготовить вместе со мной замечательный рулет со вкусной начинкой. Готовится эта закуска быстро, и начинка может быть самой разной. Я предлагаю свой вариант, а вы можете пофантазировать и использовать любой другой вариант, который понравится вам. Такой рулетик украсит любой праздничный стол, и особенно придется по вкусу всем любителям сыра. Для приготовления нам понадобятся яйца, мука, сметана, растительное масло и твердый сыр. У яиц отделяем желтки от белков. К желткам добавляем растительное масло, сметану. Хорошенько перемешиваем. Добавляем просеянную муку. Снова хорошо перемешиваем. Получилось тесто вот такой консистенции. Твердый сыр измельчаем на мелкой терке и добавляем к тесту. Перемешиваем. Убираем пока в сторону и займемся белками. Их нужно взбить до пышных плотных пиков. Теперь в 3 приема вводим подготовленное тесто с сырной основой. Аккуратно перемешиваем, чтобы тесто оставалось воздушным. Отправляем его на противень, засланный пергаментной бумагой. Распределяем лопаткой, формируя ровный прямоугольник. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 15 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки. Вынимаем заготовку из духовки. Отделяем готовый корж от пергамента и скручиваем в рулет. Я еще дополнительно укутываю в полотенце, чтобы основа не высыхала, оставалась влажной и податливой. Теперь приготовим начинку. Плавленый сырок измельчаем на мелкой терке. Сюда же добавляем сметану, крем-сыр. У меня остался кусочек Филадельфии, на днях готовила чизкейк. Кому интересен рецепт, ссылку оставлю в конце видео. Чеснок тщательно перемешиваем. Мелко шинкуем зелень и добавляем к начинке. Крупный помидор нарезаем дольками. Разворачиваем рулет и равномерным слоем наносим начинку. Выкладываем помидор, как показано на видео. Скручиваем рулет. Сначала укутываю его в пергаментную бумагу, затем в пищевую пленку. Чуть утрамбовываю и отправляю в холодильник минимум на 1 час. Большим плюсом такой закуски является то, что ее можно приготовить заранее. По истечении времени достаем рулет и нарезаем на порционные кусочки. Вот такая аппетитная и очень вкусная закуска получилась. В качестве начинки для такого рулета можно использовать самые простые продукты, а результат всегда будет отличным. Готовить можно с красной рыбой, паштетом из печени, с овощами по-корейски, с грибами. Все зависит от ваших предпочтений. Сырный рулет – это всегда вкусная, эффектная и очень праздничная закуска. Пусть она порадует вас и ваших гостей. Если вам вкусные и ароматные помидоры в банке станут вашей любимой летней закуской. А на приготовление этого блюда вы потратите не больше 5 минут. Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале Готовить просто. Ингредиенты нужны самые простые и доступные. Ничего варить, кипятить или жарить не нужно, только нарезать и сложить в банку. На 1 кг помидор я взяла 2 большие луковицы, чеснок, растительное масло, лимонный сок, можно заменить на уксус, сушеный базилик, паприка, мед, соль.
Помидоры я предпочитаю брать круглые, не крупные, чтобы влезли в горлышко банки. Нарезаем кружочками, можно дольками. Лук режем кольцами или полукольцами. Выкладываем в банку слоями. Сначала помидор, затем лук. Таким образом наполняем всю банку. Последним слоем обязательно должен быть лук. В отдельной миске смешиваем ингредиенты для соуса. Мед можно заменить на сахар, базилик, паприка, чеснок, соль, лимонный сок, растительное масло. Все тщательно перемешиваем, чтобы соль растворилась. Заливаем полученной смесью помидоры в банке. Отправляем в холодильник минимум на полчаса. Настоятельно рекомендую дать настояться хотя бы 2 часа в холодильнике, при этом периодически меняя положение банки, чтобы все овощи насытились пряностями. За это время овощи охладятся и пропитаются душистой заливкой. Закуска из помидор и лука готова. Подаем к картошке. Очень вкусно подавать такие помидоры к плову. На приготовление этой закуски вы потратите пару минут, а результат можно оценивать уже через несколько часов. Маринованные, пряные, идеально сбалансированные по вкусовым качествам помидоры непременно покорят вас. Обязательно воспользуйтесь этим простым рецептом. Всем привет! Сегодня самый простой, но оригинальный рецепт яичницы к завтраку. Для ее приготовления нам понадобится всего 2 ингредиента – яйцо и помидор. В качестве дополнения я еще добавляю муку, соль и зеленый лук. Помидор хорошенько моем и нарезаем ровными кружочками толщиной не более 1-2 см. У меня получилось 5 заготовок. Теперь с помощью бокала для шампанского вырезаем серединку. Мякоть убираю. Остаются ровные круглые бортики. Мелким кубиком нарезаем мякоть помидор. Если есть плотные зеленые прожилки, убираем их. Отправляем в отдельную миску. Сюда же добавляем измельченный зеленый лук, яйцо, соль, столовую ложку муки. Тщательно перемешиваем. Начинку можно менять по своему вкусу. Добавить сладкий перец, колбасу, зелень, но учитывайте, что много начинки не вместится в одной помидорке. В сковороде разогреваем 3-4 столовые ложки растительного масла. Выкладываем кольца помидор. Теперь в серединку каждого выливаем по 2 столовые ложки начинки. Поджариваем по 2-3 минуты, затем переворачиваем. Можно не переворачивать, а готовить на медленном огне под крышкой. Готовую яичницу выкладываем на блюдо и подаем к столу. Очень вкусный, оригинальный и простой завтрак готов. Подаем яичницу в помидорах с листьями салата, кусочком хлеба и хорошим летним настроением. Приготовьте этот недорогой и вкусный рецепт завтрака для всей семьи.
И не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видеорецептах. Сегодня готовим закуску из помидор. Это блюдо из застольного меню. Рецепт мне дала тетя. Она по профессии повар и в свое время работала на свадьбах. Для приготовления нам понадобится помидор, лук и укроп. Довольно простой набор продуктов, но поверьте, вкус и простота приготовления вас приятно удивит. Лук режем мелким кубиком. Обжариваем в небольшом количестве растительного масла. Лук должен слегка подрумяниться. Отбираем лук так, чтобы масло оставалось в сковороде. Солим, перчим по вкусу. Перемешиваем. Укроп помыть, обсушить и мелко нашинковать. У помидор обрезаем хвостик. Разрезаем на 3-4 части в зависимости от размеров плода. Рассчитывайте, что кусочек должен быть примерно высотой 1 см. Выкладываем помидор на заранее подготовленную тарелку. Сверху равномерно распределяем пол чайной ложки жареного лука. Посыпаем укропом. Оригинально, правда? Из простого бюджетного набора продуктов мы сделали необычную и вкусную закуску из помидор на скорую руку. Такая закуска отлично подойдет к любому мясу, жареной картошке или даже обычным макаронам или каше. Готовятся маринованные помидоры очень быстро, всего каких-то 12 часов и угощение готово. Для приготовления нам понадобятся помидоры, петрушка, чеснок, черный перец горошком, душистый перец. Для маринада вода, сахар, соль, уксус. По этому рецепту можно мариновать некрупные помидоры любого сорта, но идеально подойдут томаты сливка или дебаро с некрупными мясистыми плодами. Заливать помидоры необходимо остывшим маринадом, поэтому его приготовим в первую очередь. Соединяем соль, сахар, воду. Помешивая, доводим до кипения. Добавляем уксус и кипятим еще 2 минуты. Выключаем и даем полностью остыть. Помидоры тщательно моем. Острым ножом делаем неглубокие крестообразные надрезы на каждом плоде. Заливаем крутым кипятком и даем постоять минуту. Сливаем кипяток и заливаем помидоры уже холодной водой. Даем постоять еще 1 минуту. Тем временем приготовим пищевой лоток, в котором будут мариноваться помидоры. Можно использовать также бутыль или банки. На дно выкладываем петрушку, перец, добавляем измельченный чеснок. Каждый помидор очищаем от кожуры. Я еще обрезаю темные хвостики. Отправляем в пищевой контейнер. Сверху также выкладываем листья петрушки. Заливаем помидоры остывшим маринадом. Накрываем крышкой. Отправляем в холодильник минимум на 12 часов. По истечении времени достаем закуску и пробуем на вкус. Помидорчики получаются очень нежными, со сладковатым вкусом. Подаем охлажденными. Хранить такие помидоры нужно в холодильнике. Они отлично выручают в ситуации «гость на пороге». Если у вас есть идеи, с чем можно подавать такую закуску, пишите в комментариях. А также не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Всем приятного аппетита! Друзья, на моем канале есть еще интересные рецепты, что можно приготовить из помидор. Ссылочки на экране и в описании под видео.
С вами была Неля. До новых встреч!